Спасибо большое, что пришли. Мне кажется, это совершенно безумие какое-то в такую погоду. Куда-то приходить, если не на улицу, куда-нибудь в парк. Поэтому, конечно, совершенно удивительные люди. Потому что, как вы понимаете, если вы немного что-то знаете про меня, про то, чего я делаю, то это, скорее всего, будет скучно и неинтересно. Все, что сейчас будет происходить. А что будет происходить? Можно закрыть дверь, пожалуйста? Я не люблю, когда они открыты. Извините. Что будет происходить? Я пока толком сам не знаю, скажу честно. У меня есть некоторое количество, даже не идей, может быть, полуидей, которые мы тут попытаемся реализовать каким-то образом. Потому что, как вы понимаете, я не специалист в области литературы, не искусствовед и так далее, и так далее. Я режиссер, я занимаюсь тем, что я репетирую и делаю спектакли. Вот. Спектакли они… Поэтому у нас не творческая встреча совсем будет, ни в коем случае. У нас будет даже, пожалуй, не разговор о книге Марии Степановой «Память и памяти». Вот мне интересно просто, кто читал эту книгу? Хорошо. То есть ничего хорошего. Потому что если вы этого не сделали, то очень зря. Это потрясающая книга, на самом деле, мне кажется. Ее нужно обязательно прочитать. Таких книг я не помню в русской литературе, скажу честно. Это совершенно уникальная какая-то штука. Но я, опять же, не специалист, поэтому я не буду как-то рассказывать про эту книгу и так далее, и так далее. Более того, я не помню, как у нас там называется наша встреча, которая сейчас происходит. Мне кажется, что такое про возможности постановки книги Марии Степановой «Память и памяти» и как с ним можно работать в театре. И тут есть сложность небольшая, которая заключается в следующем. Не в театре, не в режиссерах, а во мне сложность, как в режиссере. И сложность она следующего рода. Есть прекрасные режиссеры, которые берут любую книгу и ставят ее. И делают это очень классно. У меня так не получается, потому что мне кажется, что если я работаю с каким-то текстом, то мне кажется, что он должен быть написан прежде всего для театра. То есть мне кажется, что автор должен предполагать, что этот текст он пишет для того, чтобы он был воплощен на сцене. Книга «Память и памяти», как мне кажется, этого не предполагает. То есть, конечно, возможно ее поставить. Я, к сожалению, не общался с автором на эту тему. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет, может быть. Но мне кажется, автор пишет книгу для того, чтобы ты ее читал. Это вообще, мне кажется, такая большая проблема в театре, когда мы очень часто ставим тексты, которые авторами пишутся не для театра. То есть это не проблема, но так сложилось исторически. И там что большая сложность, что когда ты одно дело, ты там ставишь книгу мертвого автора, ему как-то все равно, к сожалению. И как-то можешь интерпретировать как хочешь, да. А с живыми авторами совсем не так, конечно. Это совсем, мне кажется, другая человеческая ответственность, когда ты работаешь с текстом живого автора. И мне зачастую страшно работать с текстами живых авторов, потому что он же придет. Вы понимаете. Я сейчас закончу свой дурацкий стендап достаточно быстро, не волнуйтесь. И мы перейдем к чему-то другому, чем мы будем заниматься. Да, кстати, если еще важная вещь. Если у вас есть какие-то вопросы, сразу по ходу возникают, вы не стесняйтесь их сразу задавать. А то потом забудете или еще что-то произойдет. Потолок обвалится, я не знаю, и вопрос не прозвучит. Поэтому если что-то возникло, сразу не стесняйтесь меня прерывать. Я ничего такого сверхособенного не говорю, как видите. Что-что? Можно, конечно, можно. Но тут такая ситуация, что ситуация такова, что мне предложили такую короткую, на самом деле, историю, потому что, вы понимаете, книга «Память и памяти», вы знаете, она огромная. Мы, безусловно, не сможем ее осилить за 1,5 часа или 2, которые у нас сейчас тут есть. Это большая, огромная работа. У нас сейчас несколько другой формат. И если, конечно же, можно работать напрямую сразу с автором, естественно, конечно. Я однажды был на репетиции, репетировал английский режиссер с английским драматургом.
ну, драматургом вроде человек для театра написал. И драматург сидел где-то в углу зала, режиссер сидел там где-то в центре, репетировал с актерами, и он репетировал, и буквально через каждые 5-10 минут поворачивался к драматургу, сказал, так нормально, так правильно, и драматург кивал. Это такой английский театр, в хорошем смысле этого слова. Одновременно и в плохом. И так, и так. Это все вопрос какого-то взаимного доверия, мне кажется. У авторов спектакля, авторы текста друг с другом. Когда мы говорим о драматургии, когда мы говорим о романе или о романсе, как жанр определяет автор, это совсем другая история, конечно. И это совсем другая работа. Если вы помните, все же читали прекрасную книгу «Театральный роман». Там подробно описывается, как автор впихивает в эту коробочку свой роман, который он написал. И помните, чем это заканчивается? Ничем хорошим. Так вот, чем мы займемся сегодня? В каком-то смысле то, чем будем заниматься, это никакого отношения к книге Марии Степановой не имеет. Но в каком-то имеет. Потому что эти идеи, эта идея, полуидея, которая у меня возникла, которую мы попытаемся здесь совместно воплотить, она возникла, собственно говоря, у меня, когда я думал об этой книге. Вот, поэтому на самом деле мы будем сегодня работать. Вот, все вместе. Да, я не буду читать лекции о том, как ставить роман Марии Степановой, ни в коем случае. Мы будем работать, нас достаточно много пришло, это круто. И работать, я имею в виду, мы будем репетировать. Вот. Мы будем репетировать что-то, и я думаю, что мы за это время, за сегодня сделаем спектакль, в нем поучаствуем, его посмотрим. Еще сразу скажу, просто как только у меня появляется такая возможность какой-то лаборатории театральной, знаете, есть такое явление театральной лаборатории, ты приезжаешь на 5 дней и что-то такое делаешь, потом показываешь. Я всегда этим пользуюсь как возможностью сделать что-то, что я никогда, чего у меня нет. Я отношусь к этому слову действительно как к слову лаборатория, к возможности сделать что-то и проверить какие-то вещи, которые ты не можешь сделать, когда делаешь спектакль, потому что совсем другой контекст, другая история. Делать спектакль и делать лабораторную работу – это разные вещи. Да? Собирать прототипы автомобиля и конвейерное производство – это разные штуки совсем. Вот, поэтому я отношусь к тому, что сейчас будет происходить, как к некой лаборатории, в которой, я надеюсь, вы все примете участие. Если вам не интересно, то погода хорошая, серьезно. Я нисколько ни на кого не обижусь. Если вам интересно, давайте начнем. Вот такое небольшое. Есть какие-то вопросы, задавайте, еще раз напоминаю. Я бы с радостью, кстати, обходился без микрофона, но меня попросили это сделать, потому что ведет запись, и чтобы было хорошо слышно, нужно пользоваться микрофоном. А то, на самом деле, тебя так дурацки чувствуешь с микрофоном. Как-то я вот такой говорю тут. На самом деле ничего особенного я такого не говорю. Так вот, мы сейчас будем делать спектакль с вами. Надеюсь, мы его сделаем. Но тут никто не застрахован, вполне возможно будет плохим очень. Очень плохим и неинтересным. Это вполне в себе вероятно. Вот. Но тем не менее, раз уж собрались, почему бы не попробовать? А для того, чтобы нам это сделать, нам, как во всяком спектакле, у нас есть такая необходимость. Нам нужны участники и нужны свидетели, зрители. Вот. Достаточно много, но нам нужно, к сожалению, поделиться на эти две части. Вот. Тут есть два варианта. Первый вариант по желанию, который я всегда приветствую. Вот. И я бы предложил начать с того, что вот у нас есть два блока, как сказать, мест, где мы сидим, на которых мы сидим. У нас есть два блока. Я бы предложил, допустим, слева остаться тем, кто хочет быть свидетелем, слева от меня, справа от вас, наблюдателем, зрителем, а справа, чтобы у нас оказались участники. То есть нужно как-то поменяться местами. Что все так вот и хотят, да, остаться?
Я сразу хочу предупредить, участникам не нужно будет раздеваться и стоять на голове. Нет. Участникам не обязательно читать книгу «Памяти памяти», прочесть ее. Все очень просто. Я был однажды на одном таком клоунском представлении, и там штука была в том, что это был клоун откуда-то из Западной Европы, и он освоил на русском языке одну фразу. Он как бы что-то такое делал, какой-то вот такой фокус, еще что-то очень смешное и классное, а потом говорил очень просто, без репетиций. Вот у нас тоже будет очень просто, без репетиций. Вот так вот мы остаемся, да? Хорошо. Ну тогда давайте начинать. Мы сейчас начнем, и сейчас у нас будет, уважаемые зрители, у нас сейчас будет первое действие. Ну, на самом деле, честно говоря, когда я начинаю работу с какой-то неизвестной группе, с людьми, которых я не знаю, я скажу вам честно, я всегда вначале задаю очень простой вопрос. Потому что в театре, как правило, в театре работаю, вы, по-моему, первые непрофессионалы, или есть профессиональные актеры здесь? Вы первые непрофессионалы, с которыми я работаю. Круто, спасибо большое, это крутой опыт. Так вот, когда я начинаю работу в театре, начинаю репетировать с людьми, которых я не знаю, и которых по каким-то причинам, сам не знаю по каким, я выбрал в компанию работы, в компанию людей, с которыми я буду работать, на самом деле вначале я задаю, прямо в самом начале репетиции, задаю всегда очень такой простой вопрос, потому что, как правило, актеры, когда они работают в театре, они перестают себе его задавать. А мне кажется, это вопрос, про который нужно как бы достаточно регулярно думать и рефлексировать об этом, на эту тему, на этот вопрос и как-то о нем размышлять, потому что иначе все превращается в такую не то чтобы рутину, а в какой-то такой поток, в котором ты безостановочно что-то такое делаешь, играешь в спектакли, и забываешь себе задавать вопрос, а зачем я это делаю? И на самом деле первый вопрос, который я задаю вот на репетициях, который я задаю актерам, я спрашиваю, зачем нужен театр? Зачем? Можно шире, конечно, зачем вообще в принципе нужно искусство? Литература, книга Степановой «Памяти памяти». Но поскольку это, как правило, актеры, я и спрашиваю, как бы театр зачем? Вот вы зачем этим занимаетесь? И поскольку вы не профессионалы, мне очень круто услышать от вас, зачем вообще нужен театр. И это очень важный вопрос. Я достаточно часто сам себе его задаю, и в ответ на этот вопрос, естественно, меняется. Он меняется от той работы, которую ты делаешь, того материала, с которым ты работаешь, того пространства, в котором ты находишься, того города, в котором ты находишься. На этот вопрос меняется, ответ на этот вопрос меняется. И на него нет однозначного ответа. И более того, я вам скажу такую удивительную вещь. На самом деле практически каждый ответ на этот вопрос, он правильный. Здесь как бы нет, мне кажется, неправильный ответ на этот вопрос, но просто важно себе его задавать. Если есть у кого-то желание, вы можете, поскольку мы в таком экспресс-режиме находимся, очень быстром, если у кого-то есть желание ответить на этот вопрос, наверное, нужен второй микрофон, чтобы было удобней. Но можем пока начать. Есть у кого-то? Давайте. Здравствуйте. Я думаю, что театр в России – это место свободы, да не только в России. Место, где можно увидеть что-то новое, попробовать что-то новое и примерить на себя то, даже в качестве зрителя, чего бы никогда в твоей обычной жизни не произошло. А это значит, что и посмотреть на что-то с другой стороны. А как вас зовут? Юрий. Юрий. Очень приятно, Дима. Ну да, да. Ну, это возможность получить какой-то опыт, Ну, да, наверное, да, в том числе. Всем участникам. Мой любимый соавтор Ксения Перетрухина, художник, она говорит, что театр – это репетиция свободы. Вот, это место, где мы можем репетировать свободу. Это мне тоже очень нравится. А есть еще какие-то идеи? Здравствуйте. Я думаю, что театр нужен для того, чтобы чувствовать, жить. И это место, кстати, в котором очень мало таких мест, где можно плакать. Там темно, вы сидите, и, в общем-то, вас никто не видит, и вы можете плакать. И, наверное, мало таких мест, где вы можете себе это позволить. Класс.
Еще какие-то? Меня зовут Тина. Я считаю, что театр — это та форма искусства, которая заставляет человека думать. То есть для меня это такая вещь, которая это та форма, в которой можно выразить какие-то эмоции, какие-то мысли, какие-то идеи свободно и именно достучаться до зрителя, то есть максимально донести какую-то свою идею. Да, почему нет? Действительно, да. Меня зовут Тарик. Я отчасти согласен с тем, что говорила Тина. Немного по-другому формулирую это. Театр — это, как и любое другое искусство, такая штука, которая формирует вопросы. Собственно, он для этого и нужен. Вопросы, которые имеют отношение ко многим областям нашей жизни. К политике, к личным каким-то проблемам, ну и так далее. Окей, да. Мне кажется, что театр — это как раз лаборатория, в которой за предложенное время можно попробовать разные способы, разные модели, которые не пробуются в повседневности, будь то модели контакта, смотрения или какого-то действия. Да. Я считаю, что театр помогает снять шоры, взглянуть шире и потренировать собственную эмпатию, иногда пощекотать ее. Тренировка эмпатии, да. А знаете, какое-то время назад я читал, что американские ученые провели серию опросов таких всяких разных социологических и так далее, и выяснили, что у людей, которые много смотрят сериалы, у них повышенный уровень эмпатии. Иногда я себя оправдываю тем, что я трачу на это время. Ну да, мы сейчас про это тоже поговорим. Это хорошая, классная мысль, да. Угу. Я сразу подумал, что театр — это как, в более общем плане, это как такая одна из практик познания мира, поэтому, как и искусство в целом, сам театр, наверное, отличается тем, что, здесь как бы это происходит здесь и сейчас, поэтому более возможен какой-то, энергетическое, так скажем, познание, хотя, может быть, и мыслительное. Не знаю, в общем, вот что-то такое. Окей. Для меня театр — это самовыражение и источник такого ощущения, когда все складывается и возникает как бы вот что-то такое, не гармония, а такой, просто кайф какой-то и удовольствие такой вот. Я подумала, что для меня театр — это какой-то способ подойти к очень сложным вопросам, которым другим способом сложнее подойти, там, типа любовь, смерть. И еще мне нравится то, что он достаточно временный, и это можно сделать быстро. То есть мы собрались, сыграли спектакль, о чем-то подумали важном, и не пытаемся это зафиксировать, то есть это дальше. Поэтому такой более иногда удобный для меня, чем наука или какие-то другие искусства. Я, наверное, поддержу это мнение, потому что для меня театр — это переживание в очень концентрированной форме. И вот такой интенсивной форме, что позволяет либо найти темы, которые для меня новые, которые мне хотелось бы дальше исследовать, найти вот эту точку удивления, либо увидеть какие-то темы, которые мне менее интересны, я могу пойти дальше. Для меня театр — это очень такое современное явление. Он живет в определенном промежутке времени, и это возможность почувствовать, увидеть вот эту современность, поймать ее, какие-то вопросы с ней связаны, ощутить. И это все-таки, наверное, какое-то чувственное больше переживание, чем интеллектуальное. Не знаю, меня все-таки чувственные переживания больше в них в театре увлекают. Вот у меня есть что ответить на это по поводу чувственного и интеллектуального. И я вообще словами классика вам отвечу. У Достоевского в «Бесах», я часто это говорю, эту фразу, по-моему, Кириллов говорит, или Кириллов, я сейчас точно не помню, к сожалению, говорит прекрасную фразу: «Я мысли почувствовал». Мысль, на самом деле, тоже чувственная категория. Вот, мне кажется, вообще не нужно разделить, мне кажется, всем может быть совсем по-другому, но мне кажется, что мысль, она не имеет, она тоже чувственна. Вот, так что я бы не стал делить, честно говоря. Извините, что я так нагло. Но это не я и Достоевский.
Как видите, театр — это еще место, где мы можем поговорить. Вот, собственно говоря. Мы можем поговорить, и вот думаю о том, что мы сейчас делаем, мы сейчас будем делать, и уже делаем. Мне кажется, в том числе, вот сейчас кажется, что театр — это место, и мне кажется, из всех, может быть, видов искусства, оно самое как бы вот такое вот, то есть его много чего отличает театр от всех других видов искусств, поэтому, на самом деле, театр самое крутое, что есть, вот, потому что он в себя все включает, вообще все. Но при этом, мне кажется, театр — это место, где мы более внимательны к человеку. Почему, на самом деле, мне кажется, театр вызывает так много споров, негодований и так далее, и так далее, в отличие, там, допустим, от кино, выставки. Ну, то есть у нас, конечно, в нашей стране и кино, и выставка, может, понятное дело, но все-таки, мне кажется, потому что мы находимся в присутствии живых людей, вот, и вокруг живые люди, и мы как-то, вот, мне кажется, чуть более внимательны друг к другу, прежде всего в театре, внимательны к себе. Актеры на сцене, они более внимательны к партнеру, к залу, к людям, которые там сидят, как они дышат и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, зрители внимательны к актерам, к соседу, который шуршит бумажкой и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, театр — это место какого-то повышенного внимания к человеку, которое в жизни его очень часто не бывает, потому что в жизни мы, ну, рутина, повседневность и так далее, мы очень на многие вещи не обращаем внимания, а в театре обращаем внимание на очень многое. Для нас все становится гораздо более важнее, чем оно есть. Нет, чем оно не важнее, чем оно есть, оно действительно важно. Но, понимаете, вот это, мне кажется, такая важная история внимания к человеку в театре, которая резко повышается. Ну, в хорошем театре. Хотя и в плохом тоже. Если он бывает, сложно сказать всегда. Это все очень личные вещи, как мы понимаем. Хорошо, вот такое у нас начало, даже, наверное, не первое действие, это, наверное, такое предисловие. И если мы продолжим говорить о внимании к человеку, на самом деле есть насколько как бы экспресс-работа, уважаемые артисты. Мы могли бы говорить, конечно, об этом гораздо больше, потому что и дольше, и интереснее, точнее, не так интересно, но может, как бы нас могло бы вести это все далеко. Мы вообще на репетициях очень много болтаем, на самом деле. Иногда даже не о театре, не о чем-то важном и серьезном, а ни о чем, потому что это тоже важно поболтать, это коммуникация. Театр — это коммуникация в том числе. И это очень круто. Есть следующая история, которую я всегда предлагаю сделать, попробовать актерам. У нас, к сожалению, очень мало времени, но я тоже хочу вам это предложить. Это очень простое упражнение, но при этом для меня очень важное и непростое. Тоже я вот практически всегда репетиции с новыми людьми начинаю с того, что я говорю о том, что вот у нас вот театр. Мы все знаем, да, что такое театр, там много всякого разного, музыка, фонограммы и так далее, и так далее, и так далее, но есть какой-то некий необходимый минимум для того, чтобы был театр. Как вам кажется, какой необходимый минимум для того, чтобы театр был, чтобы вот спектакль случился? Абсолютно верно. Нам нужно минимум 2 человека, актер и зритель. Кто-то что-то делает, а другой смотрит на то, как кто-то что-то делает. Говорит, спит, не знаю, разные совершенно есть вещи, которые можно делать. И дальше я предлагаю очень простую вещь. Вообще, мне нравятся простые вещи, как вы видите. Очень простую вещь — постараться максимально… Потому что есть у нас же ведь такая история в театре. Если вы не знаете, то в театре вообще, ну, в театральных вузах так учат, что говорят, что там театр — это синтез искусств. Вот. Ну, то есть это там музыка, актеры, значит, декорации, там сейчас еще и видео. Ну, короче, полно всего. Вот это вот мы все как бы впихиваем в сценическую коробку, и как-то там это все лучше или хуже, или как-то начинает работать. И еще очень такая важная вещь, которой тоже всех учат всегда. Всем говорят, что, значит, нужно завоевывать внимание. Если не знаете, то актерам так говорят. Вот. Чем актер, значит, больше внимания
привлекает, тем он как бы круче. Мне кажется, такая какая-то в сегодняшнем мире, такая какая-то не то чтобы не очень правильная вещь, то есть для кого-то правильная, для меня не очень правильная, заниматься завоеванием, борьбой, завоевывать чье-то внимание, и его удерживать, и еще больше завоевывать. Мне кажется, сегодняшний мир настолько переполнен этой борьбой за мое внимание. Ну вот все, что меня окружает, улицы, по которым я хожу, они полны рекламы, такой-сякой, звуковой, лента, и так, ну вот эти все вещи, они очень хотят моего внимания. Прям вот им оно очень нужно, потому что они делают на этом деньги. Но не только поэтому, потому что просто клевый контент, кто-то просто хочет его делать и делает. И мне кажется, что театр на самом деле может быть местом, где мы можем от этой борьбы отказаться и построить нашу коммуникацию на каких-то других принципах, не на принципах борьбы за внимание товарища, а как-то просто вот по-другому. Вот. Отказ от борьбы, мне кажется, важная вещь. Это все имеет отношение к тому упражнению, которое я вам сейчас предложу сделать. Это, наверное, еще нет, как бы, конечно, да, не первое действие, это мы пока еще только репетируем. Абсолютно верно. Есть два человека, кто-то у нас их гораздо больше людей сегодня, зрителей. Их гораздо больше, и актеров гораздо больше, чем два в этом помещении. Но, тем не менее, два человека, один что-то делает, другой смотрит на то, что он делает. И вот этот самый отказ от борьбы. Я всегда предлагаю актерам, давайте мы откажемся от этого. Давайте мы, потому что ведь кажется, что на самом деле человек ценен вообще в принципе сам по себе. Ну, потому что он человек. Это как бы ценность, безусловная. И я предлагаю очень простое упражнение, которое заключается в том, что вот у нас есть человек, один человек, и у нас есть зрители. Зрители, и есть вы, сейчас тоже мы превратимся все в зрителей. И я предлагаю актеру, исполнителю какое-то время ничего не делать. А мы будем на это смотреть. Ну, то есть как ничего? Что ты все равно делаешь? Ты как минимум дышишь. Более того, есть еще, как бы, прости прощения за пафос и так далее, есть еще как бы такая, очень такая другая вещь. На самом деле ты даже не то, что ты на самом деле делаешь, что ты не делаешь, ты волей-неволей становишься каждую секунду ближе к смерти. Это тоже как бы присутствует. Про это тоже иногда полезно вспоминать. Понимаете, в чем суть упражнения, да? Ну, я на самом деле предлагаю, на самом деле, не то, чтобы совсем ничего не делать, что-то все-таки делать, как минимум дышать и стоять. Вот важно еще, что человек стоит. Для меня это тоже важно. И я вот просто предлагаю сейчас это сделать. А потом мы это сделаем чуть иначе, чуть по-другому, так, как я никогда еще не делал, и мне это будет интересно тоже. А есть ли доброволец? Кто-то хочет? Супер. Смотрите, что важно. Вы, актер, исполнитель, вы отказались от того, чтобы завоевывать наше внимание. Вы можете быть с нами, можете, я имею в виду ментально, и просто вот быть с нами, можете уйти куда-то далеко в своей голове. Но вот вы здесь, вы стоите, мы на вас смотрим. И еще очень важная вещь про время. Вы сами решаете, сколько времени вам нужно. А мы все соглашаемся, что мы даем вам это время для того, чтобы вы это сделали. Что еще сказать? Если какие-то вопросы, вы задайте их. Вопросов нет. Класс. Они, может, возникнут потом. Почему стоя? Так много времени проводим сидя. На самом деле, конечно, нет, потому что... Ну, Давид, помните, он стоит. Ну, потому что, мне кажется, это какой-то необходимый минимум действия, который все-таки необходим, чтобы его все-таки делать, совершать. Потому что все-таки нужно, это на самом деле работа все-таки. Вы пока еще не работаете. Потому что мне один знакомый рассказывал очень такую очень понятную историю, очень известную. Он ездит по всему миру, не он, его другой, товарищ, ездит по всему миру и дает актерам мастер-классы
Ну, там всякие тренинги, на внимание, ну, разные абсолютно. Работает с актерами, всякие упражнения. У него есть такое упражнение, он говорит такое: а вот теперь у вас есть неограниченное количество времени, делайте все, что хотите. Ну и актеры, они же актеры, они как бы начинают там прыгать, петь, то, сё, ну как-то вот себя, значит, демонстрировать, как вот актеры. Но есть на самом деле удивительное событие, ну, абсолютно понятная вещь, потому что во всех странах мира, везде, в Латинской Америке, везде, рано или поздно, где-то чуть раньше, где-то чуть позже, заканчивается все тем, что все ложатся и просто лежат. Люди хотят лежать. Даже актеры. У всех кончается топливо в какой-то момент. Вот поэтому это просто необходимый минимум, который нам нужен. Вот. И время, оно у вас есть. Спасибо. Как оно было? Можете ничего говорить, если хотите. Ну, я бы, наверное, еще постояла, но чувство вины перед вами, что вы обязаны это смотреть, я пересилила. Понимаю. Спасибо. Если кто-то хочет сказать свое впечатление, может тоже это сделать. Ну, я сначала не заметила, но когда долго на девушку смотрела, мне показалось, что она очень похожа на главную актрису из фильма «Жизнь Адель». Может, кто-то знает. Вот особенно, когда менялся взгляд и нижняя часть, ну вот именно рот, когда шевелился. То есть я прям внимательно смотрела и поняла, что ну, есть прям сходство. А так бы я не заметила, ну если бы не было этой сцены. Ну вот да, только в театре можно так долго внимательно рассматривать человека. Больше нигде. В жизни как-то не принято. Неудобно. Хорошо, тогда я попрошу актеров вернуться на сцену. Когда даете эту задачу своей труппе, на что вы смотрите? То есть какая цель? На самом деле нет особой цели. Ну, то есть как бы есть как бы одна важная цель — получить этот опыт. Вот это прежде всего. Это как бы, поймите, нет наш совместный опыт как группа людей. Чтобы мы это сделали, тоже как бы это я тоже не настаиваю всегда на этом. Иногда люди отказываются это делать, и я не настаиваю на этом. Вот в одной группе я работал, там одна актриса сказала: я не буду. Вот. Ну хорошо, это не обязательно. Но просто это, мне кажется, это интересный опыт, и просто интересно его получить. Одна актриса стояла 2 часа. Это было круто. Но на самом деле вопрос не в продолжительности, опять же. Вопрос в том, что иногда актеры, на самом деле, они как бы, им вот что-то мешает перестать быть актерами. Иногда такое бывает. Вот важно вот это почувствовать, эту историю, попытаться отказаться от вот всего вот этого. Наверное, вот одна из задач. Но прежде всего получить этот опыт. Неважно, получишь ты его, отказавшись от своих актерских, оставшись актером, не знаю. Но ты просто даже, если ты подумаешь об этом, то, наверное, ты поймешь, что даже если этот опыт был, скажем так, отрицательный, то он все равно же положительный, не бывает отрицательного опыта. Окей, хорошо, друзья, тогда мы сейчас продолжим. Сейчас вот начнется действительно действие 1. У меня тут есть, вы только зрителям мне показываете, у нас тут есть небольшое количество изображений. Если кто читал книгу «Память и память», он поймет, почему это возникло. У нас есть небольшое количество изображений, и я сейчас попрошу вас в произвольном порядке все это в режиме шафла и случайности. Я люблю случайность. Мне кажется, это часто гораздо интереснее того, что ты можешь придумать как художник. Жизнь, она же интереснее, она состоит из череды случайностей. Почему у людей на самом деле так часто вызывает как бы такое отторжение, неприятие, какой-то вот неизвестный им театр, с которым они сталкиваются. Они ругаются, требуют деньги назад за билет, потому что они пришли в театр и хотят, чтобы там было как всегда. Чтобы 3 часа прожить
в жизни же ты не знаешь, там, что произойдет, кирпич упадет, еще что-нибудь. А в театр приходишь, и ты 3 часа проживаешь как бы в известной ситуации, в известном ритуале. Билет, гардероб, дальше смотришь спектакль, заранее знаешь, что там будет, и тебе хорошо. Вот. А мне кажется, что наоборот, что в театре можно работать с неизвестностью, с неизвестным, со случайным, и это будет и тренировать свою привычку к этому. Не привычку, а какой-то, не знаю, мускул в организме, который позволяет тебе с этим как-то работать. Ну это ладно, бог с ним. Вот, друзья, смотрите, вот у нас есть изображение, и первое действие это будет, оно заключаться будет в изображении вами того изображения, в изучении вами того изображения, которое вам достанется. Я сейчас не знаю, как лучше сказать, но ладно, у нас открытый спектакль, не будем ничего скрывать. Давайте мы будем его изучать с такой целью, я опять же не навязываю, вы можете выбрать. Мы в первом действии изучаем изображение для того, чтобы во втором действии про него рассказать, про это изображение. И тут есть несколько вариантов, вы тоже свободны выбирать. Можно присвоить себе это изображение, да? На этом изображении могут оказаться, допустим, ваши воображаемые родственники, ваши, там, не знаю, прадедушки, прабабушки. Вы можете про них рассказать, придумать им биографию, историю. Если вы не хотите этого делать и не хотите впускать неизвестных вам людей в свою жизнь и что-то фантазировать на эту тему и придумывать им судьбу, которая переплетается с вашей судьбой, то вы можете просто изучить это изображение для того, чтобы рассказать о нем отстраненно. Вы можете рассказать про неизвестных вам людей, оставив их неизвестными. Это ваш личный выбор. Важно постараться максимально, не знаю, наверное, одна из важных вещей, постараться максимально, скажем так, подробно изучить, для того, чтобы максимально подробно потом рассказать. Да, то есть важно понимать, когда мы будем рассказывать, у нас не будет перед глазами этого изображения. Мы будем его вспоминать. Не, никому не показывать. Это тайна, которая, конечно, станет явью. Спасибо. Первое действие закончилось. У нас закрылся воображаемый занавес. В углах фотографии написан красным маркером номер. Запомните его, пожалуйста. Запомните его наверняка. И сейчас я попрошу вас сесть, сейчас занавес закрыт, поэтому сесть вот слева направо, то есть от вас, ну, понимаете, вот отсюда, от уменьшения к возрастанию по номерам. Положите изображение перед собой, перевернутые, да, и больше их не трогайте, пожалуйста. Сейчас у нас начнется второе действие. Я попрошу вас сделать следующее. Сейчас погаснет свет, и этот диктофон пойдет по рукам.
И я попрошу вас в этот диктофон спокойно, абсолютно нормальным абсолютно голосом, не повышая, не стараясь и так далее, главное, не стараясь, вот очень хорошо, просто рассказать ту историю или не историю, но что-то, что вы придумали или не придумали об этом изображении. У меня фотография номер 5. На ней изображено 4 людей. По центру такой мужчина пожилого возраста в такой рубашке. Справа от него, я думаю, его жена. Она во всем черном. У нее очень сильно согнутые ладони. И где-то я слышал, что по ладоням виден возраст. Ну, люди, которые много трудятся, у них характерные руки. Вот у него и у его жены, как я думаю, у них такие очень натруженные руки. Еще там есть 2 человека. Слева, я думаю, это может быть их дочь. Она одета по-городскому. И на первый взгляд она выглядит самой печальной из всех. У нее почему-то мучительное выражение лица. Сзади всех стоит мужчина средних лет. У него головной убор с каким-то знаком. Мне кажется, он железнодорожник. Не знаю, как они выглядят, но почему-то мне так кажется, что он железнодорожник. Все это на фоне таких гор. Прошлым летом я был на Кавказе, мне почему-то кажется, что это Кавказ, хотя люди абсолютно не кавказской внешности, а обыкновенно славянской внешности. Почему-то вот на первый взгляд мужчина, который при сидении, отец семейства, мне показалось, что он самый радостный. Он почему-то рад, что вот все собрались, вот ему приятно. Но потом меня как бы мучил вот этот вопрос, почему он радостный. И я стал вглядываться в его лицо, и вдруг вот это выражение радости, оно исчезло. Я, наоборот, увидел как бы очень такую глубокую печаль. И через какое-то время я уже не мог вызвать ощущение радости в его лице, только вот осталась печаль. Ну, еще меня поражает, как люди... Эта фотография сделана в те времена, когда к фотографии готовились, надевали лучшую одежду, долго выбирали расстановку. Но при этом они не выглядят как-то неестественно. Вот это очень для меня удивительно, потому что я так не умею. Если это постановочная фотография, я очень напряжен. А у них как-то удается, у них расслабленные руки, не напряженные, они как-то такие собранные. Вот это было интересно. Это крестьянская семья. Сидят 4 человека. Но я вижу прежде всего людей, которые очень уверены в себе и в своем будущем. Они очень уверены в мире, который окружает их. Они стараются быть серьезными, как это нужно на фотографии. Они серьезные, солидные люди. У них все хорошо, у них, наверное, большое хозяйство. Сзади них огромный дом, крепкие бревна. Он занимает все пространство. Больше ничего не видно, кроме этих огромных бревен. И это их ковчег, на котором они, наверное, очень уверенно собрались плыть в будущую жизнь. Рядом с ними маленькие дети, крошечные дети. Но все участники чувствуют себя очень комфортно, очень уверенно. И эта уверенность настолько сильна, что их глаза, которые сначала кажутся серьезными, твердыми, как это обычно бывает у крестьян, они на самом деле веселые, можно видеть прищур веселый мужа и жены. У них хорошая жизнь, они счастливы. И эту уверенность в счастье они дают своим детям. Они абсолютно уверены в том, что окружающий их мир такой, как он сейчас, он будет всегда. И жизнь — это хорошо, и жить — это хорошо.
Но мы все знаем, что очень скоро эта жизнь закончится, и скоро наступит конец, и не будет ничего из того, что они так ценят. Неизвестно, что будет с каждым из них, но, скорее всего, эта семья не сохранится в таком виде. Наверное, им предстоит какая-то разлука. Но сейчас это трагическое, заключенное в этом очень хорошем дне, солнечном, теплом летнем дне, оно видно только нам, зрителям из будущего. Как будто бы все хорошо. Заведения прекрасные, напитки прекрасные, сигареты лучших брендов. И спонтанное фотографирование тоже прекрасно. Но что-то в этом есть неловкое и нелепое. Как будто бы люди думают о чем-то постороннем, а не о том, что сейчас происходит. Я никогда не видела деда. Мне, может быть, просто не было фотографий в доме. О нем никогда не говорили, потому что он бросил бабушку и ушел. Но я однажды нашла, случайно убираясь в комоде, фотографию. И я пришла с ней к бабушке и спросила, кто из людей, изображенных на фотографии, мой дед, потому что я точно знаю, что один из мужчин — это он. И мне хотелось, чтобы из изображенных на фотографии 4 людей дедом был тот, который не тот, который одет по-городскому, который как-то крестьянски выглядит более, потому что я о нем не слышала. Он выглядит дерзким, неустойчивым, я о нем не слышала ничего хорошего, и какой-то такой огонек немножко злой в его глазах. Мне хочется, чтобы именно этот человек был он. Но бабушка мне показала на красивого мужчину, а рядом с ним, одетого по-городскому, рядом с ним сидит доверчиво, к нему прижавшись, красивая женщина тоже, по-городскому одеты. Они сидят на стоге сена, спокойные, и никуда не собираются бежать. За ними лес березовый, как в Ивановом детстве. И какое-то такое умиротворение. Мне показалось, что я смогу это простить, несмотря на то, что воспитывалось во мне с детства. Это было удивительно. На фотографии я увидела такую большую группу детей. Было понятно, что это дети, они шли в пионерских галстуках, и сначала было не очень понятно. Одна девушка была без галстука, и только потом я поняла, что это учительница, видимо, этих детей. И очень интересно, что это, видимо, фотография такая вот возраста, в общем-то, школьного моей мамы, потому что на детях такие же платья, вот, которые были популярны там в конце 60-х, начале 70-х, трапециевидные, короткие. Это солнечный день, это лето, теплое, приятное, и, видимо, как было принято вот в советское время, это дети, которые поехали, возможно, на какие-то сельхоз там работы со своей учительницей, там всем классом, и в первом ряду они идут по дороге, по полю ржи, за ними очень красивый лес, река. Это такой вот кусочек из
советского прошлого, про которое у нас в семье не очень принято говорить о каких-то своих детских воспоминаниях, но вот можно всегда почерпнуть их в каких-то фотографиях и, видимо, их домыслить. И фотография показалась вот удивительно вот переносящая в то время. Дети идут такие, ну, счастливые, они поют какую-то песню, их в первом ряду 8 человек вместе с учительницей. Первая девушка очень такая застенчивая, потом идет учительница, следующая девушка как бы такая боевая, она, видимо, активнее всего там жестикулирует, поет. Замыкает первую цепочку молодой человек, рядом с ним идет девушка, которая, как бывают такие девушки-хулиганки, она в шортах и в длинных чулках, гольфах. Фотография очень такая эмоциональная, видно, что это еще такое счастливое детство, когда дети, наверное, не задумываются о каких-то проблемах жизненных, как бы все это, в общем-то, такое. Даже вот эти поездки, видимо, на сельхозработы просматриваются как приключения, как какой-то такой счастливый момент из детства, единения. И, в общем-то, и как бы атмосфера этой фотографии очень такая приятная, переносящая вот в то время, как бы не навевающая каких-то дурных мыслей. И очень интересно, что вот случайности не случайны, как бы интересно, что именно эта фотография попалась. И хотя это совершенно незнакомые мне люди, но по атмосфере и вот по каким-то таким схожим чертам оказалось довольно близко. 5 девушек пришли на фотосъемку. Это первая треть 20 века. Они такие молоденькие, юные, радостные, кто-то больше, кто-то меньше. Они фотографируются на фоне портьеры с кисточками, и будто бы между ними проглядывает пейзаж. Думается, что итальянский сельский пейзаж, заброшенный колодец, в котором уже проглядывает растительность. Кажется, что они фотографируются на фоне театральной декорации XVIII века. Но девушки точно из начала XX века, они похожи все между собой, они похожи за счет одежды. У них они одеты в платье с заниженной, сильно заниженной талией, такие баски, когда собираются, и у них коротко собранные волосы, есть пробор, у кого-то такой более явный, у кого-то менее заметный. И они пришли фотографироваться. Девушки похожи между собой, скорее всего, это одна семья. Две девушки настолько похожи, что кажется, что их не отличить, у них даже эмоции одни. А эмоции здесь важны, потому что на фотографии будто бы пойман момент, когда фокус внимания переключается в сторону, кто-то зашел, что-то неожиданное происходит. И каждая из девушек в этот момент живет в какой-то своей эмоции. Они стоят друг за другом, руками опираются на плечи предыдущей девушки. Первая девушка опирается на спинку стула. И она самая старшая, может быть, а может быть просто за счет того, что ее взгляд чуть-чуть с иронией, чуть-чуть с недоверием, кажется, что она самая старшая. Рядом с ней девушка с похожей эмоцией. А затем две девушки, абсолютно похожие, с открытыми улыбками, смотрят с радостью в ту сторону, которую мы не можем посмотреть, потому что там заканчивается фотография. А еще одна девушка с такой легкой грустью, как будто бы вроде бы она заинтересована в том, что что-то там происходит за пределами фотографии для нас, но на самом деле она думает о чем-то своем. Мы сейчас стоим, и нас фотографируют. Мы улыбаемся, изображаем счастье. А если это вот эта радость, которая
которая нас привела именно сюда. То есть сейчас, буквально через несколько минут, исполнится наша мечта, исполнится какая-то цель. Но хорошо это или плохо? Потому что цель жизни тогда, она, может быть, уйдет. Кому-то из нас страшно. Мы вот сейчас, вот, да, мы улыбаемся, вот сейчас вот нас фотографируют. Мы думали, что этот момент, это будет самым счастливым моментом в нашей жизни, но почему-то нам хочется вернуться обратно, вернуться, вот как будто ничего не было этого пути, чтобы так же хотеть, чтобы так же стремиться и также придумывать себе свою мечту. Ну, нас сфотографировали. Эту фотографию сделала я. Мне папа подарил фотоаппарат, и я только начала экспериментировать и пошла снимать к соседям. Это был деревенский дом, и я попросила меня позировать. Это были соседские дети и дядя Паша. Они сидели у него на коленях и вертелись. И еще у меня соседка попала в кадр, но ее локоть торчит справа. И неудачно обрезана, и очень много солнца, и засвечено. Фотография потом очень долго лежала в нашем альбоме, у нее загнуты уголки. И уже все забыли, кто эти дети, почему они коротко стрижены. Но я ее очень люблю. Я очень хорошо помню, когда была сделана эта фотография. И она удивительно точно передает то, как я себя чувствовала в тот день. С одной стороны, был ранний вечер, это было на Смирновских источниках, и мне было безумно жарко, поэтому я одела какое-то очень легкое платье, и вообще мое здоровье выдавало только тросточка. Чувствовала я себя абсолютно прекрасно, но. Фотография поделена на две части. Первая часть — то прошлое, откуда я скоро улечу, и это сплошной ритм скамеек, на котором стоит расписание, жесткое достаточно расписание этих источников. А впереди будущее светлое, и скоро я буду там. Вообще очень хорошо, что после меня осталась такая светлая фотография. Фотография 28. Зима. В комнате в углу стоит наряженная елка. Рядом дети, они все бегают и пляшут, им очень весело. Рядом с елкой стоит пианино. За ним в 4 руки девочки играют. Но что-то их внимание привлекло кто-то. Кто-то вошел. И все замерли. Это фотографии старого фотоателье. На нем изображены или запечатлены мать и дочь. Они стоят лицом друг к другу. Мать видно в профиль. Дочь чуть повернута к нам большая часть лица. Они смотрят в глаза друг другу, держатся за руки, правая рука к правой руке. Мать положила руку на плечо дочери. Мать смотрит на дочь с любовью, хотя мы видим только один глаз. Дочь тоже смотрит на мать, но либо из-за расплывчатой фотографии непонятно, кажется, что ее взгляд немного рассеян. Мать улыбается уголком видным нам рта, а улыбка дочери похожа на улыбку Джоконды. Для меня за 7 минут эта картинка стала такой очень яркой иллюстрацией моих собственных попыток понять прошлое, в первую очередь советское, еще точнее людей, которые его в себе носят. Я, с одной стороны, мгновенно считываю характерные
знаки, какие-то маркеры той эпохи, и откликаюсь на них эмоционально, часто отрицательно. Но, с другой стороны, всегда есть ощущение, что эти люди видели что-то, чего не вижу я, и это всегда видно. И это что-то, оно на самом деле для них определяющее. Меня зовут Виолетта, и мне 62 года. Последние 20 лет я живу в Америке, эмигрировала со вторым мужем в Майами. Мне никогда не нужно было много работать. Конечно, институт я закончила, но моей страстью с самого детства была нумерология. Меня все спрашивали, почему. Никогда не могла объяснить. И вот пару недель назад мне прислали фотографию мои дальние родственники из России. Я ее никогда раньше не видела. На фотографии я, моя мама, папа и дед, мамин отец. Дед был уважаемым человеком, работал директором транспортного предприятия на западе Москвы. И в тот год, когда я родилась, у них была огромная поставка, первые карусы в Москве. Естественно, фотограф пришел на презентацию. Ну и под шумока меня сфотографировали. Так вот, на фотографии на лобовом стекле цифра 4. Мне 4 месяца тогда было. А рядом с дедом цифра 5. Я его не стал, когда мне было 5 лет. Цифра 11 и 99. Мама умерла в ноябре 99-го. Я уже эмигрировала, не смогла на похороны приехать. Мне как раз сейчас 62. Чувствую себя, конечно, 620. А от Икарус осталось только ас. Мы. Моя семья. Тогда я ее, естественно, чувствовала. После этого меня будут спрашивать, почему я нумерологией увлекаюсь. Пока я сидел очень долго, точнее, разглядывал, это было очень неожиданно интересно. И в процессе разглядывания я совершил какое-то маленькое свое это открытие. И чем больше оно обрамлено, тем оно интереснее становится. Какое-то присвоение себе опыта чужого. Я совершенно не был настроен на то, чтобы автобиографически смотреть на эту фотографию. На фотографии мы видим половину машины, время действия какое-нибудь начало 20 века, до революции. Мы видим вот эту самую половину машины. В кабине находятся 3 женщины. Первая из них наиболее старшая, и бабушка, ее дочь. Они все втроем вылезают из этой машины, смотрят в кадр, дверь открыта. Рядом с ними стоят 2 с такой же прической женщина, которая и ее обнимающий мужчина. Он смотрит в кадр, он весь в белом и приобнимает, условно, свою супругу. А супруга единственная, кто не смотрит в кадр. Она тоже вся в белом, как и все, кто в машине, как и все, кто вне ее. И она держит в руке яблоко и черную книгу, как мне показалось, с крестом, условно Евангелие. Вот. Фон — кирпичная стена, затем классицистический домик. И вот тут я смотрю на самого какого-то интересного персонажа этой фотографии. Это мальчик маленький, который залезает на крышу машины сзади. Он еще в процессе этого залезания смотрит вниз, и он в тюбетейке.
Вот, и тут меня озаряет, потому что потому что у меня сейчас ВКонтакте репрезентует такая же фотография в тюбетейке, условно в серой, такой же тканой, вот, я и вижу тот же самый ракурс, вот, и дальше идет какой-то лавинообразный процесс вот этого присвоения чужой фотографии, когда я понимаю, что вот он я смотрю вниз, там что-то, и он, кстати, серый единственный, а все внизу белые, вот, и, значит, это тут же становится локализованным во времени. Это там какой-то 8-9 августа, 5 что ли, августа этого года, когда, значит, в машине сидят 3 девочки. Они мне мало знакомы, но вот они позвали мою подругу в путешествие в Владивосток. Подруга стоит снаружи. Она условно любит яблоки, она христианка, она держит в руках это самое Евангелие. Рядом с ней стоит ее молодой человек, вот, который тоже носит такой же берет постоянно, как этот мужчина. Вот, в общем, и все так заплетается, вот, и думаешь, а что же я делаю на фотографии? Как бы, вот, пытаюсь угнаться за кем-то. Актер выходит на поклон. Ну, серьезно, что он так делает? Спасибо большое. Спектакль окончен. Ну, я говорю, театр он же очень такой разный бывает. Такой разный. Много в себя включает. Я каждый раз как-то заново стараюсь его придумывать. Иногда лучше, иногда хуже получается. Иногда не получается совсем. Важно как-то еще и менять все это дело как-то, наверное. Не знаю. Нет такого однозначного ответа, что именно театр. Вот это. Жизнь. Грубо говоря, это таблички, да, которые говорят, это первое действие, это второе действие, это третье, это конец. Из каких соображений вы это делаете? Я действительно люблю это иногда делать. Я люблю вообще часто титры использовать. Не часто, но бывает. Просто структура, она имеет значение. И важно, наверное, иногда эту структуру продемонстрировать. Наверное, так. Без структуры ничего не бывает. Да, несомненно. Но знаете, вот у меня лично какие-то аллюзии такие на театр «Глобус», где не было декорации, естественно, да, где были таблички «Лес неподалеку от Афин», там, или, не знаю, «Дворец герцога». Там, вот на это очень похоже. Тут есть действительно важные вещи, особенно в этом случае не так показательно. Тут, знаете, мне что для меня важно, на самом деле, почему я иногда использую титры в спектаклях, мы иногда это делаем. Просто, мне кажется, это чуть, опять же, другая степень включения зрителя, когда ты вынужден что-то прочитать. Буквально прочитать текст. И он, мне кажется, просто другая, еще одна возможность какой-то коммуникации со зрителем, когда появляется текст. У нас режиссерская лаборатория. Вы как режиссер довольны результатом? Скорее да, чем нет, я бы так сказал. Я честно скажу, спасибо вам всем большое, серьезно, большое спасибо за то, что вы это все делали, и это все терпели, и так далее, и так далее. Спасибо большое, потому что для меня это был очень, очень ценный опыт, на самом деле. И спасибо вам за то, что это случилось, потому что я из этого опыта, надеюсь, как-то посмотрим. Мне кажется, это не лишнее, что вот лично для меня, я не могу за всех говорить, но лично для меня то, что происходило, это было важно и ценно. И с одной стороны, с человеческой, а с другой стороны, там, с какой-то профессиональной, это тоже было очень нужно и интересно. Я недавно видел интервью Муравицкого, совершенно случайно, отрывочек. И он упомянул о том, что требования к современному актеру совершенно другие, чем были годы, десятки лет ранее. В частности, он упомянул, что, на его взгляд, что современный актер в большей степени остается самим собой, нежели вживается по Станиславскому и так далее в эту роль. И вот в связи со всем этим
та трактовка, которую мы видели сегодня, интересна тем, что получается, что человек не может говорить о чем-то, не говоря о себе. Я часто обращаю на это внимание в том же Facebook, когда мы читаем какую-то длинную статью, которую человек там, или пост о чем-то пишет, всегда можно между строк попытаться угадать, кто этот человек, который пишет, почему он так пишет, о его характере. И интересно, что сегодня, когда мы слышали какие-то интерпретации или просто даже описание элементарно того, что мы видим, очень интересно читать, попытаться понять, кто этот человек, да, какие-то его личные установки или коллективная память, да, потому что, например, на фотографии с девочками-пионерками звучали какие-то интересные фразы, которые я совершенно не ожидал. То есть они в моем обиходе никогда не были. Например, поле ржи. Ну, серьезно. То есть я никогда в жизни бы вот это словосочетание не использовал бы. Это интересно. Или там первая цепочка. Да, это очень интересный язык, который, мне кажется, совершенно не повседневный. И, наверное, по этим словам можно что-то о человеке сказать, не говоря уже о других историях. Ну, вообще, конечно, как мы говорим, то эта тема и есть, безусловно. Я почему очень ценю драматурга Павла Пришко, потому что у него там совершенно невероятный слух, и вот у него, если внимательно читать его тексты, их нужно сразу читать вслух, потому что, как только ты начинаешь говорить эти слова, сразу появляются живые люди, потому что, как он сам говорит, он просто часто в пьесы вставляет живых людей. Ему достаточно послушать человека минут 5, а дальше он может писать, как этот человек говорит. Такой вот уникальный дар. И для меня, как всегда, очень в Пашиных текстах ценно то, что там иногда бывает собирательный образ, но все равно не важно, там люди, они разговаривают не литературным языком. Вот поэтому это абсолютно как бы тексты для театра для меня, да. Потому что иногда читаешь текст, пьесу и понимаешь, что это текст не для театра, это литература на самом деле. Хорошая, плохая, неважно. Ну, то есть, как бы тоже, поскольку театр бывает разный, мы понимаем, да, но я вот говорю про театр, вот про пьесу, в которую там актеры, должны там как-то играть, как-то вот что-то такое, да. Что должны там живые люди появиться, да, какие-то. У меня давно это было, в Амхате была лаборатория, у Паши есть такая пьеса, называется «Налетела грусть боль незваная, вот на любовь окаянная». Это такая пьеса про поколение 40-летних, 50-летних людей. А поскольку я там в театре «Пост» или в Петербурге, как правило, так случается, что я работаю с молодыми актерами, а очень хотелось с этой пьесой поработать, я говорю, давайте в лабораторию, давайте я вот поработаю с актерами. Там я повстречался с людьми, отобрал какую-то, в смысле как-то представил, что этот сюда, понимаете, так называемый кастинг, хотя очень не люблю это слово. Вот, при результате этой встречи какая-то собралась компания, и мне всегда ходили и спрашивали, давать им текст или не давать? Я говорю, нет, ни в коем случае не давайте. Может, я представляю, как там, при всем уважении, но просто у человека нет этого в опыте, да, что вот он придет домой, откроет текст Паши Пришко, начнет читать, сидя в кресле при себе, и это как бы, будет катастрофа. Потом нужно будет неделю потратить, чтобы объяснить, что в этом весь смысл. У нас была первая репетиция, и я раздал актерам текст, и они как бы сходу с листа начали читать. И сразу появились живые люди, вот просто моментально. Просто вот. И вопросов ни у кого не было дальше, что мы делаем, что зачем это все происходит и так далее. Вот. Вот интересно, так это я про язык просто. Да, вы просто упомянули о литературности текста, да, что он бывает иногда излишне литературным для театра. И вот, например, во втором действии вы попросили исполнителей не читать, а изучать фотографию, но при этом вы сказали, что мы, зрители, в этот момент будем на них смотреть. Вот этот факт того, что вы им об этом сказали, и что, мне кажется, для многих было важно, потому что в момент, когда они читали, они начали играть. Не все, но многие. Важно ли был этот момент, эта установка или нет? Да, потому что мы же, наверное, потому что про это нужно напоминать иногда, что мы в театре, что у нас спектакль идет. Я подумаю, на самом деле. Я вот как-то это сказал абсолютно, как-то не то, чтобы не подумав, как-то сказал, потому что мне показалось нужным это сказать.
Я подумаю над этим. Получается, да, я понимаю, о чем вы говорите. Да. Ну, получается, да, я нахожусь уже, другая ситуация возникает, да, конечно. А у меня есть еще прям совсем небольшой комментарий. Я просто вспомнила ваш спектакль «Карина и дрон», который для меня, когда я его смотрела, ну, совершенно вот по такому первому впечатлению, был про слабость человеческого голоса, что стоит там чуть-чуть вот на метр, на два отойти, и уже не слышно. А сегодня я смотрела и второе, и третье действие, и я подумала, что для меня это, наверное, вообще история про то, какой человеческий голос красивый. Почему-то, ну, как-то сегодня первый раз я это для себя так очень почувствовала. Я не знаю, как сами актеры, потому что я знаю, что обычно это совершенно невыносимо слышать свой голос в записи. Вот. Про профессионализм актеров. Вот вы сказали, что это первый ваш опыт с непрофессиональными актерами. Это дурацкая, на самом деле, ты же как бы думал про это, это же дурацкая, на самом деле, фраза, профессиональный, как бы имеется в виду, типа, дипломированный специалист. Ну да, да. Вот это вот как бы, вот, типа. Вот вопрос о дипломированности специалистов. Когда-то я тоже читал, ну вот, чей-то отзыв о Карине и Дроне, просто я вот об этом, из-за этого вспомнил. И, в общем, человек очень расстроился, когда узнал, что это не настоящие подростки, а подростки, которые учатся в театральном училище, да, в театральном училище, в чем-то таком. Вот. А задевала именно какая-то вот жизнь, да, у них. Вот. Почему? Не, ну там один на самом деле из них настоящий. Он да. он тоже в училище учится, но на повара. Ну да, ну просто вот интересно узнать, почему важен профессиональный актер. Вот. Ну и почему в том числе и непрофессиональному, не дипломированному? Ну смотрите, тут есть такая двоякая ситуация всегда на самом деле. Я, когда вот начинаю там в театре работать, где-то вот впервые, когда работаю, когда никого не знаю, мне всегда говорят: сходите, посмотрите спектакли. Вот. А я говорю: не, я не буду ходить смотреть спектакли, давайте я просто познакомлюсь с людьми, давайте будем вот просто знакомство. Там с каждым человеком поболтаю минут 10. Вот, 15. И у меня как бы так бывает иногда, знаете, приезжаешь на 2 дня, и у тебя там вот просто за 2 дня там знакомишься с 50 людьми. Это, конечно, вынос мозга совершенный абсолютно. Вот. Но потому что мне важнее, потому что я понимаю, что в принципе можно, во-первых, как бы тоже можно с любым человеком работать и договориться, и найти общий язык. В принципе, это возможно. Просто, когда ты работаешь 2 месяца, ну вот просто не хочется тратить время на то, чтобы вот искать общий язык, договариваться и так далее. Хочется, чтобы как бы сразу оно все это самое. И это вопрос как бы человеческого совпадения. В принципе, ну как бы, если так честно признаться, ты если там с незнакомым человеком минут 5-10 поговоришь, ну как бы понятно, да, хочешь ты с ним дальше продолжать общаться или не хочешь. Если надо работать, то еще раз говорю, безусловно, вы найдете все, как бы даже человек, который там дико неприятен тебе в эти первые 5 минут оказался, вы сможете договориться и сможете начать работать или друг друга полюбите в конце концов. Просто иногда времени на это, к сожалению, нет. Часто такое бывает. У меня просто были такие случаи, когда вот, ну, потом все было хорошо. И вот да, я как бы знакомлюсь с людьми просто знакомишься, а дальше просто проблема же в том, что почему-то это возникает там ситуация актеры и не актеры. Нужно как бы там убрать актерское, вот это вот все, потому что все-таки мы находимся в ситуации театра, спектакля, и спектакль идет в репертуаре, да, он повторяется. И для этого нужно иметь какие-то навыки, безусловно, с одной стороны. С одной стороны, нужно что-то убрать, какие-то навыки, да, а какие-то навыки нужно оставить. Вот такая как бы ситуация возникает, да. Если работать с непрофессионалами, то это, ну, как бы это другая тоже, там другая возникает проблема. Мы вот этим летом в Свияжске, под Казанью есть такая лаборатория театральная, Свияжская артель, и в этом году там за неделю делается проект, какой-то спектакль. И вот в этом году там работал Штефан Кеги из Римини Протокол, и у него была как бы творческая группа, в которой мне повезло оказаться. И мы работали, это на самом деле была уникальная история, потому что мы работали с Русской Православной Церковью. Вот. У нас в спектакле участвовали семинаристы, настоящие, вот, в подрясниках. Вот. И это было очень, ну, на самом деле, это был очень крутой опыт, это было очень интересно. И Штефан говорит, что у них на самом деле такая проблема, вот с таким, то, что называется свидетельский театр, да, спектакль, в котором играют
не документальный, не вербатим, где актеры играют текст, произносят текст настоящий, документальный. Да? А вот свидетельский, когда у нас на сцене настоящие носители истории. Проблема в том, говорит Штефан, что они через неделю превращаются, через где-то, максимум через год превращаются в актеров. И спектакли приходится закрывать. Вот такая проблема возникает. И даже за неделю работы с этими ребятами, с семинаристами, в них уже как бы начало проклевываться. Они уже понимали, где они находятся в выгодном свете и как себя правильно развернуть на камеру, грубо говоря. Но это вопрос как бы работы, в принципе. Это тоже можно, как бы тоже, и я думаю, что и у не так называемых непрофессионалов, у людей просто тоже можно это убрать, и они тоже поймут, в чем здесь заковыка и в чем причина. Да? Все. Спектакль точно окончен. Спасибо большое. Было очень с вами приятно и здорово. Спасибо.